Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Добро пожаловать! А сейчас приступим к теме сегодняшней лекции. Ранее мы уже разобрали ряд явлений и феноменов, при помощи которых убедительно доказывается жизнь после смерти. Еще одно удивительное доказательство существования потустороннего мира, в котором живут наши перешедшие туда родные и любимые, а также все остальные, некогда завершившие свой жизненный путь на Земле, это медиумизм прямого голоса. Это очень редкая, но все же реально существующая психическая способность, при помощи которой ее обладатель может установить связь с тем светом и продемонстрировать ее окружающим. Как это работает? Для начала напомню для тех, кто пропускает лекции и безответственно относится к изучению нашей важнейшей для любого живущего дисциплины, что медиумизм – это внечувственная психическая способность воплощенного человека вступать в контакт с духовными реальностями Вселенной и существами ее населяющими, духами, и транслировать передаваемую ими информацию в реальность земную. Медиумизм может использоваться по-разному, посредством спиритического инструмента, например, доски или маятника, фотографий, девайсов инструментальной транскоммуникации, вызовом материализаций и так далее, и в том числе проявлением прямых голосов с того света. Так вот, медиум, обладающий способностью к медиумизму прямого голоса, желая связаться с потусторонней областью, входит в состояние транса или обходится без него, а в помещении, в котором он находится, начинают звучать голоса мертвых, совершенно не похожие на голос медиума. Мужские, женские, детские, старческие, баритоны, басы и любые другие. Они отвечают на вопросы, говорят на разных языках, неизвестных медиуму, сообщают информацию, в том числе персональную, обращенную к кому-нибудь из присутствующих живущих родных духа, которую медиум никаким образом не мог узнать. Физический механизм этого явления в данный момент достоверно неизвестен. Но некоторые духи, выходившие на связь подобным образом, утверждают, что для реализации описанной возможности они пользуются голосовым аппаратом живущих при помощи специальных устройств, энергий и химических элементов на том свете, или делают это посредством других приспособлений загробного и земного миров. Скептики традиционно отмахиваются от этого феномена, утверждая, что все это обман и чревовещание с целью нажиться на доверчивых верующих в жизнь после смерти, как обычно, не желая ознакомиться с огромным количеством собранных исследователями доказательств, подтверждений, протоколов, свидетельств, записанных пленок и прочих. При желании все это можно найти, изучить, выявить совпадения и закономерности и убедиться лично. Здесь я вновь переадресую вас к перечню литературы, размещенной в нашем телеграм-канале, здесь, на вкладке «Сообщество», или в любой нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю». Будет желание разобраться и получить доказательства, вы обязательно разберетесь и все получите. Если же желания получить новые знания нет, то не помогут никакие доказательства. Каждое из них будет просто голословно отбрасываться с утверждением, что все это обман, инсценировка, введение в заблуждение и тому подобное.
оставляя утверждающего и подпадающих под влияние его утверждений в тисках материализма. Сложно поверить, что за несколько столетий люди, куда более умные, чем 99,9% ныне живущих, в том числе и невежественных скептиков, могли обмануться в таком количестве и таких масштабах. Серьезные ученые, врачи, писатели, политики и другие известные на весь мир персоны занимались изучением жизни после смерти в целом и медиумов прямого голоса в частности. Тратили огромное количество времени, сил и денег на то, чтобы доказать мошенничество, участие сообщников, использование аппаратуры, но так и не смогли этого сделать, в конце концов убеждаясь в реальности существования медиумизма прямого голоса и духовного мира в целом. Что же рассказывают о жизни после смерти физического тела и о том свете духи, выходящие на связь посредством прямого голоса? Возможно, вы будете удивлены, но и здесь мы обнаруживаем потрясающие совпадения с информацией, полученной другими способами, свидетельствами переживших клиническую смерть и вернувшихся из-за завесы, данными, переданными во время спиритических сеансов, инструментальной транскоммуникации, посмертных коммуникаций, путешествий вне тела, осознанных снах и так далее. Снова мы слышим утверждение о том, что сама по себе смерть абсолютно безболезненна и легка. Трудно лишь подбираться к ней в случае, например, тяжелой болезни или смертельного ранения тела. Что в момент, когда она приходит, нас уже встречают наши родные, любимые, наставники, хранители, а иногда и высшие духовные сущности, приходящие с целью помочь осуществить великий переход, называемый смертью. Мы узнаем, что сразу после смерти биологического тела в подавляющем большинстве случаев дух впадает в целительный сон, проснувшись от которого спустя часы или в редких случаях дни по земному исчислению, обнаруживает себя в потрясающе красивом и великолепном мире в окружении ранее ушедших туда близких. Мы получаем все те же утверждения о том, что посмертную судьбу определяет состояние сознания и дела, совершенные за время пребывания на земле, а главенствующее значение в нашей вечной жизни имеют лишь любовь, знание и умение прощать, а вовсе не материальные ценности, деньги, дворцы, шмотки и прочие ничего не значащие побрякушки. Надо отметить, что это само по себе является надежным доказательством существования мира за гранью. Вся надежная информация, передающаяся с той стороны, исполнена стремлением направить человечество по пути духовных ценностей, добра и света. Это проявляется во всем, что касается так называемой загробной жизни и сведений, получаемых из-за завесы. Будь тот свет лишь вымыслом, он бы и отражал внутренний мир измышляющих его индивидов. Такая информация бы сильно разнилась и имела значительные противоречия, содержала бы интересы, ценности и стремления ее авторов, в одних местах духовные, в других материальные, но совершенно разные. Вместо этого, независимо от места, года, века и даже тысячелетия получения информации оттуда, мы видим невероятные совпадения и всеобъемлющие указания на критическую важность духовности, желание помочь живущим и направить их по верному пути обретения любви и отказа от зла, насилия, жестокости и уничтожения друг друга. Поэтому даже без физических доказательств мыслящий человек, видя все эти совпадения и закономерности, убеждается в реальности огромного и удивительного мира за гранью нашей прекрасной материальной планеты, являющейся лишь крохотной частью бесконечного творения нашего любящего Отца. И тем самым освобождается от страха смерти, который на самом деле, в нашем привычном понимании, не существует, а значит и бояться ее бессмысленно.
Очистившись от страхов, мы освобождаем в душе место для любви, добра и света. Наполняемся ими и делаем Вселенную лучше, чище, светлее и добрее. В этом и состоит наша цель и наша задача. Так все это и работает. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации, приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.